Аномальный буран. Это ивент, который за последние 3 года уже стал весенней традицией, но в этот раз с новыми игровыми механиками, Боже, это наездник! с визуальными фишками, Класс. А у меня кристалла нет. с интересным геймплеем, Ха, чего? с качественным балансом и захватывающей сюжетной линией. Встречайте лучший ивент в StarCraft за последний месяц. Понял. Бывает. Аномальный буран. Ладно, начнем с общего геймплея, который за 3 года остался прежним, но с небольшим дополнением. Нажал кнопку, подождал 5 минут, параллельно добегая до одного из 3 тип-лэшей, в нем залутался расходниками, если не купил их на базе, и дальше, по идее, 20 минут защиты этих тип-лэшей. Что-то мне кажется, нас вот сейчас примут. Но если ты помер, то ты становишься адептом, то есть отморозком. Да. Даже если решил поплавать в лаве. В общем, все. Морозоборцы защищают тип-лэши и ломают кристаллы. Отморозки наоборот. Ломают тип-лэши и защищают кристаллы. Вот примерно так выглядел геймплей за адепта на 3-й день ивента. Просто на другом ресурсе. Да мило, умер. Боже. Но еще, теперь после окончания Бурана, начинается стадия 5-минутного перемирия, Перегвес. во время которого можно или за адепта стать человеком, Пон, го фармить. и за человека просто пойти фармить. Тут или фармишь и бартеришь у торговца нужные тебе предметы и выносишь, но все предметы, кроме ящика исследователя, даже нельзя продать. Или ищешь морозные артефакты, которые появляются после перемирия, и так же само выносишь их или через мужика на базе, или через пузыри на карте. А эти пузыри появляются минут через 20-30 после окончания Бурана. Может и раньше, но на карте они отображаются только с финальной метелью. Но, несмотря на то, что мало кто фармит после Бурана, там бывают разные случаи и надо быть осторожным. Как игроки фармили ивент? Тут у всех опыт очень сильно отличается. Начиная с того, что ивент супер легкий, зафармил 100 уровней за день, заканчивая тем, что на 1 уровень Battle Pass надо сыграть 3-4 Бурана. Лично я играл на серверах ближе к мастеркам, но ради полноты картины зашел и на сталкерские сервера. А вообще, распределение работало достаточно забавно. Серьезно, тут челик. Он только зашел. По рефералке, блин, зашел. Крутой получается. Ибо в первые дни я мог встретить вот таких ребят. Напомню, фулл мастерки. Забавно, что он делать будет. Все, мужик, ладно. И даже после того, как распределение вроде как починили, Че, распределение пофиксили? Ни одного сокола, ни одной зорки. я встречал вот таких ребят. Блин, ну мне реально жаль таких ребят. Ну смотри, какой Манюня. Манюня с дробовичком бегает, старается. А на 3-й день у меня уже бегали мужики из Ауксилии, Кишей, Гидры, Спарты, Синдиката. Короче, вся мастерская и легендарная катавасия. Но даже на такие сервера иногда залетали работяги в Сокол. Так вот, в целом можно выделить 4 варианта фарма. Первый. Ты бегаешь, ломаешь кристаллы. Это можно делать по-разному и разными пушками. Можно самому или с кентами бегать их искать. Ой-ой-ой, кушают. А кто кушает? А всех шотнули, алё. Или сразу стоять ждать на точках, где могут быть кристаллы. Но это было актуально, когда кристаллы можно было ломать через минуту с начала Бурана. Сейчас же надо ждать целых 3 минуты. Можно отправлять своего кента помирать от холода, чтобы он сказал, где кристалл. Или делать то же самое, но со второго компа. У кого нет кентов. Или тупо убегать с тип-лэша на кристалл, если он появился на карте. И в целом, навскидку, если в одиночку сломать целый кристалл, то это будет меньше 20 тысяч очков. Ну и я их ломал с пулеметов, с огнемета, с огненных кастетов и другими разными ножиками.
ножики оказались самыми эффективными. Но периодически у вас просто сидит 20 рыл и ждет, пока пропадет барьер на кристалл. И тут особо не пофармить. И так было до 7-го дня ивента. Потому что через неделю после начала бурана проснулись геймдизайнеры и им говорят: ребят, поломался баланс, надо качественно его починить. И у нас стало практически невозможно дойти до кристалла, ибо в начале игры на каждом из них радостно появляется минимум 5 зомбарей. Ха-ха, понимаю. Добрый вечер. Пон. Ребят, давайте, я побежал. Ха-ха, нормально. Все, минус 2 теплыша, понимаю. Ха-ха-ха, ребята, баланс наделали. Все, проиграли. 500 очков сюда. Но со временем, уже даже под вечер 7-го дня, игры плюс-минус нормально забалансились. Потом у тебя есть нормальный огнемет. И ты тупо играешь в Tower Defense на теплышах, периодически получая с обычной волны мутантов 2000 очков. Ё-моё, так а куда? Но это если у тебя не сильно много огнеметчиков и просто людишек на теплыше. Тут просто пытаешься угадать, на какой прибежит меньше всего людей, нажал левую кнопку мышки и все. Ты лучший фармила сервера. Умение убегать с теплыша тоже приветствуется. Не, ну нахрен. Я пошел сюда. Ребят, давайте, удачи. Там с людьми нехорошие вещи делают. Все, снесли. Потом был метод, когда ты сидишь около теплыша или даже бегаешь на кристаллы с гранатами или кастетом и тупо закидываешь все какашками. Но пока я пишу этот текст, уже сказали, что мутантам поднимут резист к разрыву, то есть фармить будет тяжелее. А насколько круто с гранатами фармить кристаллы, или это сейчас на фоне, или я это не записал. И да, фармить гранатами стало тяжелее. С другой стороны проще, но это как повезет. И последний вариант. Ты супер нубик, тебе страшно выйти за зону теплыша, и ты сидишь, собираешь крошки с мутантов, стреляя по ним обычными патронами. Тут ничего страшного, со временем это должно пройти. Есть небольшой совет, старайся фокусить псевдогиганта. Но никто не мешает перемешивать между собой все эти способы. Лично для меня самым ненапряжным методом было тупо сидеть на теплыше с огнеметом. Но также я бегал ломал кристаллы как только возможно. Как в одиночку, так и пачки в 20 человек, которые просто сидят, ждут, когда закончится барьер. Еще у нас была игра за адептов, которые в этом году изначально были созданы, ну, чисто по приколу. Понимаю. Окей. За урон по игрокам очков не дают. За фраг и ассист дают в 2 раза меньше очков, чем в прошлом году. За урон по теплышам дают тоже меньше очков. 100 очков за полностью соло-килл. Иногда очков просто не дают. Battle Pass купишь, тогда и урон будет. А где урон? Как жить? Урон не шел. 0 очков нафармил. И в целом игра за адептов выглядела как просто фанчик, побегать, похукать кого-нибудь. Но точно не как вариант пофармить очков, если у тебя вообще нет снаряжения. Хотя, может, на новичковых серверах и фармят за отморозков. Но я сомневаюсь. Включение из будущего. Но уже из прошлого. Я сыграл за зомби на новичковых серверах, и у меня получилось отфармить целых 8000 очков. Это больше, чем я смог отфармить за 2 другие игры, но уже за человечка. Так что возможность такая есть, но в целом за людей и проще, и эффективнее. Мне просто повезло. А еще балдежно бежать через всю локацию, когда остался один кристалл в жопе мира, а теплыши в жопе другого мира. Ошибочка вышла. Побежали, чё? А он в таком радиусе, что даже не видно, куда бежать. И ты такой... Очки участия, плюс 33. А потом прибегаешь, начинаешь гореть, сдыхаешь, зафармив 0 очков. Ну, типа, блин, я бежал 2 минуты. Разрядиться. А у нас просто люди тут стояли АФК, потому что, ну, типа, все равно уже. А с другой стороны, если уже много зомбей, последний кристалл и он в 200 метрах от теплыша, то этому теплышу уже ничего не поможет. Чего? Но и тебе это пофармить Battle Pass тоже не поможет. А все, игра закончилась. Понимаю.
Короче, всю первую неделю адепты были просто рофло-мужичками, которые сражаются за идею или ливают, Ой, короче, нет. Все, нет, не хочу. или АФКшек. Но с тем самым недельным патчем им подняли набор очков, и теперь за них тоже можно фармить очки, если, конечно, повезет. Ого, а это, кстати, много. В целом, как я понял, то фарм за них подняли раза в 3. А где он? 4 очка! Вот это фарм! Жестко. И может на новичковых серверах за них и стало нормально играть, но лично у меня за зомби фармилась только температура в районе стула. Набрано очков участия 1. Я не знаю, в чем прикол, но все суицидаются. У меня просто жопа, например, горит. Ну и скиллы у адептов остались с прошлого года, то есть волхак у всех, крюк у шамана и охотника, прыжок у танка и охотника, граната и щит у танка, дробовичок у охотника, призыв духов и замедлялка у шамана. Да дайте попасть по челу. Он поднялся, пока я не мог по нему попасть. Really? А сколько ему урона надо? Охренеть. Ну и 3 ульты. У танка это вообще пассивка, у охотника криво взрыв, мощная штука, а у шамана призыв. Там или кучка кабанов-кровососов, или целый псевдогигант может из нашего шамана вылезти. И общий забавный факт, что первый, второй, третий и 7-й день ивента, 7-й даже дважды, игрались абсолютно по-разному. В первый день зомби просто всех сносили без шансов минут за 10-15. Барьеры на кристаллах были по 3 минуты, но из-за распределения зомбикам было проще. Еще в первый день было 50 уровней батл пасса, а за один буран можно было максимум выфармить 1 уровень. Боевой пропуск плюс 1000? А чё, это максимум 1 уровень можно залутать или как? То есть 1000 очков этого батл пасса. На второй день растянули батл пасс на 90 уровней и сделали потолок очков за буран в 2 уровня батл пасса. Починили распределение, ну почти. Добавили праздничный главный экран. И в этот день начали ломать кристаллы, вспомнив про кварцы и скитальцы. И узнав про новые пластины. А, это, наверное, из-за пластинки так слабо бьет, кстати. Это вот эта пластинка, ё-моё. На третий день добавили в Battle Pass на 30 уровень огниво. И баланс сломался. Ибо мужики просто сидели покашляли зомбей на кристаллах и ломали их за секунд 5. И ждали, пока пройдет барьер уже в 5 минут, а не в 3. Но иногда мужики фигели на кристаллах и начиналась рубка на теплышах. На 7-й день бахнули патч, который опять сломал игру, но лично я не понял почему. Стало проще фармить за зомби. Но чтобы половина сервера суицидалась и просто сносила теплыши за пару минут, ну, не знаю. На 4 типа суициднулось. Может у кого-то и получалось, типа если ты просто бьешь установку, то ты много фармишь. Но не знаю. Все фармили по 200-500 очков батл пасса, вообще не круто. Но зато быстро. А еще во время бурана пластины начали ломаться. Но если сесть на стул, то пластина переставала ломаться. Лично я бегал вот с такими шмотками. На первый день я бегал в зивке, ибо скитальцы пробивал холод. Потом я засунул пластину на вывод холода в зивку, и было норм. А потом мне подсказали, и я засунул ее в скитальца, и холод полностью перестал пробивать. Пулемет у меня остался или пострелять кристалл с дистанции, или отстреливаться от зомбиков, ну или по квестам фармить. Ну и сборка на скорость. Сюжетка бурана. В первый же день было доступно только начало сюжетной линии. Оно было несложным, но с достаточно некрутыми заданиями. Нашел я его случайно. Это квест. Буран вернулся. Помочь. А, и все? Поговорить с лидером. Лидер, как я понимаю, лидер это Добрыня, да? Потом побежал говорить с лидерами. Опа. Добрыня. Ё-моё. Начинаю разговор. Кстати, у кого первый буран, напишите, был ли у вас вариант ответа «драться мне не впервой».
Идем защищать 5 теплышей, учитывая, что в первый день выигрывали почти только зомби. Ну типа я уже сыграл 3 игры, и тупо зомбики как бы сносили под ноль и все. Игра заканчивалась. У нас уже полностью снесли одну установку. Добрый вечер. Нам еще 20 минут играть. Как играть? Мужики, что по балансу? А что это было? А что это за какашка была? А, лол! Ха-ха! Понимаю. Опа. Квестик закончился, можно поговорить. После защиты Горилка говорит, что у него есть какой-то небаца крутой план, но он нам его не расскажет. Идем ставить сканеры. И в это время у Добрыни есть свои квесты, тупо пострелять морозных чертей. Горилка нам дарит сумочку за сканеры и все еще ничего не рассказывает. А Добрыня за мутантов дает покушать. И говорит, что опять всех мужиков хороших положили. Иди в соляру, разбери босса какого-нибудь. Проходя, замечаем Горилку. Опа, Горилка созрел. Прикопы! Прикопы. И идем прикопить. Давай, последний. Бежим обратно, получаем еще одну сумочку и идем бить босса для Добрыни. Ни хрена вы, ребята. Ни хрена вы, ребята. Вернулись, поговорили. Нас отправляют тупо пофармить спотов. Но опять не могу пробежать мимо Горилки, он меня что-то спрашивает, я ему что-то отвечаю. А потом вспоминаю, что Горилка-то у нас на прошлых буранах в адепта превращался. Ну и он говорит поносить посылочек. Давай сюда посылку. Хоба! Сюда. Все. Недоволен ношу посылки. Эх, квестики, побегай туда, прибеги обратно. И 5 раз. Зачем? Он в трубе. Здорово. Оу, щит. Ребят, до завтра. Недовольный фармлю отряды вьюга. И один мне дает покушать. На следующий буран они стоят вместе. Опять что-то срутся. Подходим мы и нас грузят новым заданием по защите теплышка. Добрыня говорит, говно все это. Горилка говорит, что пока ничего не скажет. Звучит, в общем, как хороший план. Дефаем его. А если я буду бегать от него? Смотри, вообще неугомонный. Блять, я тебя знаю. Прибегаем обратно. И Горилка такой, ха-ха, ничего не расскажу, ну и помер. Блин, так не смешно же. Добрыня же говорит, что ему надо оплакать товарищей, и, короче, неделю оплакивал товарищей. На этом первая часть закончилась. Затем находим Добрыню в баре. Он говорит, что по ПДА вычислил человечка, с которым Горилка делал этот теплышок. Ну и бежим искать этого ученого. Добрый вечер. Опа, реально тут. Он соболезнует погибшему и говорит, что нужна крыша. Нас очередной раз отправляют решать чужие проблемы, а чтобы их решить, надо переждать целый буран. Постреляли спотов вьюга, с нами связывается текст снизу экрана и идем к партнеру. Другой партнер. Лол, бар Сторинген, так это еще не все его пройти смогут. Это, короче, квест для крутых мужиков. Отвлекаем его от душевного разговора. Пашенька, дорогой, мне, может, еще попу за тобой вытирать? Взрослый мальчик, сам разберешься. Говорим ему, что я вообще Рэмбо раскидал всех твоих кентов. Ну и он такой, го поможешь мне. И мы, конечно, не против. Я думаю, что если бы нам сказали поработать вешалкой, мы бы тоже были не против. Очередное суперинтересное задание, которого еще ни разу не было. Блин. Что там за говно было? Чё это? Чё это? Чё это? Чё это? Вая. Бизнесмен занят своими делами и не обращает на вас никакого задания выполнено. Я перезвоню неотложные дела. С хорошим потенциалом. Понятно. И зачем-то идем к Добрыне. А тот рассказывает, что у адептов есть свои логово. Там генерируется энергия бурана. А Горилка хотел обратиться в адепта с помощью сыворотки, которую мы даже делали в прошлом году. Или мы противоядие делали, не помню. А этими теплышками он хотел растопить сердечко адептов. Нам дают сканер, бежим. А нет, не бежим.
Что-то уже на 9-й день ивента лобби очень медленно собирались. Ну и задача была постоять 20 секунд около кристалла. Выполнено. Кстати, забавно, что по морозному кристаллу также хорошо идет урон от ножика с морозным уроном. И убиваем очередного босса. Потому, не задаем лишних вопросов. Нам говорят, что все, жесть, нашли портал отморозков. Бежим к этому порталу и понимаем, что что-то странное творится в зоне. Прикольно. А вылезь? А как жить? В итоге прыгаем и проходим данж. Жесть, что за скримеры? Отдай! Дай патроны взять. Который много у кого был с багами, кстати. Но я такого не заметил. А, это что, головоломка какая-то? Вау. Опа, добрый вечер. Горилка говорит, что есть способ общения между адептами. Я лично помню, как они между собой общались. Ну и Горилка рассказывает, что посещал незаконные сайты, и в итоге его схватили за жопу. Но если серьезно, то он сказал, что уже был адептом и продолжил общение с ними. Узнавал инфу, но никому не говорил. А потом его реально схватили за жопу. И все. Теперь он льдышка и просит нас разобраться с ним. Ой, ай, колется. Да как жить? Подожди, зеленый. Кто? А это, конечно, интересно, но у меня патроны закончились. Их можно было где-то пополнить? Ха-ха, найс, чел пропал. Выдержит ли она автоматную? Опа, патроны. Жесть, что за сопля? Че, еще какой-то босс-файт? А что меня откидывает? Че, все? Идем к Добрыне. Он говорит, что все вообще лучше стало. На этом квесты Добрыни заканчиваются. Печенкой чую, что Буран вернется в следующем году. Да-да, именно туда. Опа, награды. Ну и в целом история Горилки, вот просто как история, хоть и не какая-то уникальная, но рассказывает про то, как человек пожертвовал собой ради достижения высокой цели. То есть мне история понравилась. Но вот сами задания... Данж прикольно. Но вот повторяющиеся задания и постоянные принеси, подай, угу, и не мешай, ну, не знаю, тягомотина скучная. И казалось бы все, но еще дальше у нас будут задания партнера. Он рассказывает, что в коллекторах под путем дураков нашли адепта, и за его голову дают бабки. Ну и поехали. Партнера кинули, иди разберись. Разбираемся, идем находим нычку. Конечно же с помощью гайда. Вводим код, тоже с помощью гайда. Лично я понял только две цифры кода. Первая 5, ибо чел вводил первым, вводил количество людей в комнате, а всего 5 ПДА. Вторая 2, ибо второй 2 тут вариантов мало. И еще одна двойка, ибо 3 минус 1. Ну а дальше сидеть перебирать одну из сотни комбинаций. Так как непонятно, каким по счету идет 3 минус 1, а последняя цифра вообще неизвестна. Приходим, тут шутки про подсрачники. Ледяной, мать его, срачник. Тут еще мелким шрифтом подписано «подсрачник». Нет, ну какому умнику это могло в голову прийти? Так вот, срач... Можно я буду называть его просто артефакт? И он говорит, что этот срачник нужен для шишки с большой земли. А он у старьевщика. А он хочет 10 морозных колючек.
Вот тебе координаты, иди копай. Добрый вечер. Обратно, и партнер говорит про аборигена. Я помню, что это броник, который был лучше скитальца. Говорят, что этот экзоскелет позволял валить морозных химер с одной вертушки и играть псевдогигантом в армрестлинг. И, короче, вот этот абориген есть у Ермака. Но он говорит, что надо к нему лично идти на совхоз. И партнер такой: разумеется, выходить куда-то из бара я не планировал. И я такой: чел, такая жиза, ты бы знал. Но мы тут ничего не решаем, так что идем к Ермаку. Он говорит, что получил этот экзоскелет от Тарковского за свою работу проводником. А Тарковский — это тот ученый, который был в коллекторах под путем дураков и который стал адептом, черепушку которого мы искали по прошлому заданию. И вполне возможно, что у нас на прошлых буранах были задания и с этим Тарковским, но я его не помню. Если кто-то знает, то я бы с радостью почитал. И он говорит уничтожить 3 кристалла. Лично я сломал 4 кристалла по квесту, один мне не засчитали, потому что так надо. И в целом много кому не засчитывало кристаллы. То слишком близко, то слишком далеко, то слишком нормально. А был бы уже 3. Да-да. И просто страшно представить, как это все проходили люди без кварца, скитальца или просто сборки. Ибо я просто шел ломать кристалл, когда уже снесли теплыш, и кристалл тупо АФК. И только один раз я смог сломать кристалл большой пачкой мужиков в начале игры. И вот когда ты сломал 3 кристалла, иди убей босса. Ну типа, а чё бы и нет. В итоге я 4 раза фармил этого кабанчика, и 4 раза только из-за квеста. Бежим к партнеру. И он говорит про некий морозный светлячок, который нам нужен, но его продали. Так что идем к Палтусу и будем получать новый светлячок. И он нам рассказывает, что пошел на буран, двинул ломать кристаллы, сломал 1 и пошел стрелять мутантов. 5-6 логов. На этом моменте некоторые программисты могут подвиснуть. Потом на него какие-то черти начали из пушек палить. И он соляру размотал 3 отряда. Пару раз помог яйцеголовым, ученым то есть, донести посылочек. Ага. Крайне нестабильно. А, под базу бандитов мне ее надо доставить, я правильно понимаю? А я ее могу выкинуть? Выбросить? Произойдет взрыв. Понял. И потом, говорит, размотал какое-то чудище страшное. Босса, короче. И он говорит, что мутно-желтая наливка, очень подозрительная, может быть очень важной. У меня получилось выполнить все с первого раза. Партнер говорит с каким-то челом, и потом нам говорит, что остался последний заказ на какой-то особый прижигатель. И для этого нам надо пойти выманить химеру. Идем, ждем буран, фармим 5 спотов и бежим сносить химеру. Кишки очень аккуратно сложенные в мешочек, понимаю. А блин, а страшно. Сейчас же она появится, меня как за жопу схватит, и все как бы. Повезло, что она не матерая, а скорее чахлая. И получаем награду. Поработали и хватит, это что, конец? А ну-ка. Оп, сюда. Награду, которая на аукционе продается за 250 тысяч, но просто с чуть другим скином. С одной стороны, награда за квест должна быть уникальной, но с другой стороны, если наплодить кучу уникальных пушек, то их будет сложнее то есть менять и корректировать шаблоны. И на этом квесты Бурана полностью завершены. В целом, награды за квесты, скажем мягко, такие себе. А теперь награды за сам ивент. За 90 бесплатных уровней мы получаем вот такую награду. Красочки, премиумы, огниво, монетки для бартера, ивентовая валюта, 10 таких и 7 таких ящиков. Ну а ящики это рандом. Может и полноценный огнемет выпасть, а может полноценная ничего. Ну и еще 10 запасок. И ящик с экспедицией. Для меня, который через день с начала ивента уже все выфармил, награды, ну, типа пойдет.
но много чего бесполезного. Опять же, лично для меня. Ну и за косточки можно купить пару ящиков, там продать. А теперь платный Battle Pass. Тут у нас уже намного все лучше. Также скинчики, премиумы, 45 точек и 45 запасок. Это так-то до хрена. У нас продвинутые стоят 190 за штуку. И получается 8 лямов. И запаски по 120. Это еще 5 лямов. Потом кейсы, которые можно продать. 12 кейсов по 300к, это еще почти 4 ляма, которые можно себе в кармашек. Опа. Ну и исследователя, они тоже продаются, но они дешевые. Может еще 1700 будет. Ну и рероллы с расперсами. Также тут есть облик брони. Ну и из ящиков обликов можно выбить облики. И сейчас я открываю все персональные ящики. Использовать. Пропустить. Ха-ха. Открыть, пропустить. Опа, он. Бам-бам-бам-бам-бам. И 68 этих открыть. Дешманские вот 3 самоделки, вот эти вот дешманские обвесы. На всякие мэрки, брелки, да. Было несколько промокодов за каждую неделю ивента. Первая, вторая, а третьей у меня еще нет. Помогите, я застрял в прошлом. Twitch дропы. В этот раз их сделали марафонами. Это значит, что ты должен просидеть 10 часов на стриме из 12 часов марафона, ибо потом они сбрасываются. Лично я никогда не заходил дальше 4-го подарка, ибо вырубал комп и шел спать. Или еще не проснулся, а марафон уже ушел без меня. Награды за них в целом нормальные, если ты нашел способ, как АФК фармить эти дропы. Лично я получил ровно 36 дропов. Сначала весь дроп был постоянным, а потом почти весь дроп сделали временным, но с небольшой оговоркой. Очередное включение из будущего. В первую неделю релиза Anomaly Blizzard, то есть европейского бурана, очередной раз запустили Twitch дропы, но в этот раз с другими наградами. И я все-таки решил оставить один раз комп на ночь и получить 2 легендарки. Мало ли. Вот раз легендарка, вот 2 легендарка. Наслаждаемся. А еще только на 4-й день ЕУ ивента все-таки решили, что легендарную награду можно получить за 6 часов сидения на стримах, а не за 10. Типа ты сел в 5 часов на стрим и в 11 уже получил все награды. И пошел спокойно спать. Спасибо, Молотовых налутал. Также добавили премиум, вот что он дает. Тянуть не буду. Стоит дорого, но всем, у кого были полки бустеров, все конвертировали. И еще были донат-наборы, все из которых уже были. Сик Снайпер и Альба в железяке было. 7.62 РПК было, я даже покупал. РПК 16 тоже, я тоже покупал. И совок тоже был, тоже покупал. Ну и еще с покупки Battle Pass осталась сдача. Я на нее открыл кейсов. Поехали. Ага. Понятненько. Сюда! Шторм! 3 детальки. Подтверди. И последний. Пропустить. Аук. Сюда! Ребят, все открывайте кейсы. Всем советую. И 4000 деталек. Пожалуйста. Ребят, вот дроп, как говорится, на 6000. Лично мое мнение по этому бурану. В целом, я бы для себя наиграл уровней 10 Battle Pass за эти 3 недели. Мне нравилось убегать с теплышей перед тем, как их полностью снесут. Вот это ощущение, что ты такой защищаешь теплыш против превосходящего врага, но в итоге вас сносят. И ты такой уходишь в подполье, перебегаешь на другой теплыш. Фух, повезло. Не всегда удачно, иногда за тобой выезжают мужики. Под конец ивента я начал творить всякую дичь. Ай, мем не смешной! Опять мем не смешной! Да что ж не все мемы не смешные-то? И в целом некоторые моменты были прям крутые, которые запомнятся. Смотри, убегает. Смотри. Смотри. На, по горбу. Ну вот общее ощущение, я не знаю. Я уже слишком пожилой человечек для вот этих однотипных фармов по 10 часов в день.
Особенно учитывая, что на один балдежный буран Чё, чел, молотов поджигать надо, какая ЧК? будет 2 или душных, или просто неудачных, где тебя в самом начале отморозят. Так что, как просто игровому режиму, зайти пару раз погонять и как надоест сразу выйти, моя оценка высокая. Мне просто нравятся всякие Tower Defense, Буран подходит тоже. А как режиму, да, колония строгого режима фарма, то есть как необходимости выфармить все или хотя бы огнево на твинг, нет. Точно нет. Даже не просите, 0 из 10. Прошлые бураны были лучше, как по мне. А в этот раз бесит, когда из 10 человек убили тебя одного. Бесит, когда прыгаешь в помойку. Бесит, когда крюк не долетает пару метров. Бесит, когда текстуры пропадают. Бесит, когда на хуке застреешь. Бесит, вы горите. Бесит бегать по километру туда-обратно. Бесит, короче, процентов 70 геймплея бурана, если играть на результат, а не по кайфу. А еще я не понимаю, чего все так начали скрещивать изнанку и буран. Буран остался тот же самый, если не проходить квесты. А вот если бы ты сначала на морозной локации фармил, а потом шел активировал тип-лыж, который бы тебя тпшил на базу, тогда да, буранка. Ну и еще буран запустили на EU серверах. Говорят, что с такими же квестами. То есть их очень сложно будет пройти. Ну и награды у них другие. Например, есть холодильник и бритва за бесплатный боевой пропуск, а вот платный будет хуже. Там вместо точек, запасок и расперсов положили покушать и попить. Ну, как-то так. До встречи. Фу.